Здравствуйте, дорогие друзья! Продукты, которые нельзя хранить в морозилке. Заморозка – самый эффективный способ хранения продуктов и еды, но, к сожалению, не для всех блюд. После праздников спрашивают, что делать с остатками еды. Отправить часть блюд в морозилку – неплохое решение проблемы. Однако важно знать, что не все продукты способны перенести минус в холодильнике. Одни, как правило, теряют вкусовые качества, другие при употреблении после разморозки могут плохо повлиять на работу желудочно-кишечного тракта. Например, спровоцировать расстройство желудка. Какие же это продукты? Ранее замороженное красное мясо, курица и морепродукты. Красное мясо, куриное мясо и морепродукты следует замораживать лишь один раз. Повторная заморозка повышает риск появления болезнетворных микроорганизмов, бактерий. Исключением станет случай, если мясо было разморожено в холодильнике при температуре не выше 5 градусов, тогда повторная заморозка безопасна. Блюда из отваренных макарон и пасты. Осталось несколько порций спагетти. Увы, заморозка – плохой вариант для сохранения таких блюд, поскольку после вы получите безвкусную и водянистую лапшу. Вариант – отправить в морозилку отваренную пасту, но перед употреблением в пищу не ждать, пока она оттает, а сразу поместить ее в кипящую подсоленную воду на несколько секунд. Авокадо. Существует две теории по поводу заморозки авокадо. По мнению сторонников первой, как и большинство фруктов, авокадо прекрасно хранится при минусовой температуре. Только удалите косточку, нарежьте кусочками или сделайте пюре, добавив немножко лимонного сока. Согласно второй теории, замораживать авокадо не надо, поскольку в этом случае плод теряет свою характерную кремовую структуру, нежный вкус, за что его так любят. Молоко. Заморозка излишков молока кажется вполне рациональным вариантом. Однако стоит учитывать, что после такого испытания молоко может приобрести неоднородную структуру, став не самым подходящим продуктом в качестве напитка и добавления в хлопья. Впрочем, на этом все. Размороженное молоко можно использовать для приготовления других блюд. Мягкие сыры. Такие твердые сыры, как чеддер, пармезан, гауда и швейцарский, прекрасно себя чувствуют в морозильной камере. Чего не скажешь о сырах мягких, вроде бри, камамбера, козьего или рикотты. Как уточняют профи кулинарии, после разморозки текстура мягкого сыра безвозвратно теряется, что отражается на вкусовых качествах продукта. Жареные блюда. Заморозка жареной еды с хрустящей корочкой – одно из самых бессмысленных занятий. После разморозки ни о какой корочке можно будет и не мечтать. Однако, если после вечеринки у вас осталось слишком много жареной курицы или рыбы, то есть смысл отправить эти блюда в холодильник либо в морозилку, предварительно сняв топпинг или корочку. Чипсы домашнего приготовления тоже не переживут заморозку. А вот чипсам из супермаркета она не страшна. Огурцы. Не все овощи подходят для заморозки, особенно если речь идет о продуктах с высоким содержанием воды, например, огурцы. Также нельзя отправлять в морозилку кабачки, капусту, сельдерей и салат. Есть и вполне морозоустойчивые овощи – помидоры, тыква и даже кукуруза. Кофе. Не стоит хранить в морозилке распакованную пачку с какао-бобами, молотым кофе. Дело в том, что ежеутреннее извлечение этих продуктов из морозилки и последующее возвращение их обратно разрушает их структуру. Кроме того, кофе может впитывать неприятные запахи морозильной камеры. Допускается, однако, хранить в минусовой температуре нераспакованные пачки с бобами или молотым кофе, но не более 1 месяца. Специи. Морозилка – наименее подходящее место для хранения приправ и специй. У замороженных перца, чеснока, гвоздики меняется вкус и не в лучшую сторону. Специи следует хранить в прохладном и сухом шкафу. На сегодня все. Берегите себя, и все будет хорошо.